монгольской степи в 300 километрах от Улан-Батора археологи вскрыли каменную дверь возрастом 8000 лет. И то, что находилось внутри, перевернуло все, что ученые знали о древних цивилизациях Центральной Азии. Внутри камеры обнаружили символы, идентичные шумерским письменам, хотя между двумя культурами пролегали тысячи километров и тысячелетия истории. Монгольское правительство немедленно засекретило находку и запретило любые публикации, но данные уже утекли в открытый доступ. Засекреченный отчет попал к журналистам через сотрудника Монгольского министерства культуры в октябре 2023 года. Документ содержал фотографии, координаты и описание находки на плато Хангай, районе, который официально числился зоной без археологического интереса с 1978 года прошлого века. Именно этот статус не давал покоя казахстанскому геологу Арману Сейткали, который случайно наткнулся на аномалию при спутниковом сканировании рельефа в 2021. Сейткали заметил правильный прямоугольный контур под слоем грунта глубиной около 2 метров. Природа не создает прямых углов такого масштаба 18 на 22 метра. Он передал координаты монгольским коллегам из Улан-Баторского государственного университета, и те начали раскопки негласно, без официального разрешения, потому что разрешение означало бы немедленное вмешательство властей. Каменная дверь обнаружилась на глубине 1,80 м. Плита весила около 4 тонн и была изготовлена из гранита, месторождение которого находится не ближе 300 километров от места раскопок. Это означало, что кто-то 8000 лет назад транспортировал многотонный блок через степь без колеса. Оно появится в этом регионе лишь через 3000 лет после постройки камеры. На поверхности двери вырезаны 47 символов, расположенных в 3 горизонтальных ряда. Профессор Дорж Ганбаатар, специалист по доисторическим культурам Центральной Азии, сфотографировал каждый символ и отправил снимки коллегам в Берлин и Стамбул, не сообщая, откуда они. Ответ из Берлина пришел через 4 дня. Специалист по шумерской письменности Клаус Хайнрих написал, что 23 из 47 символов совпадают с протоклинописью Месопотамии, системой, которая, по общепринятым данным, возникла в Уруке около 5000 лет назад. Разрыв в 3000 лет никто объяснить не мог. Хайнрих попросил прислать оригинальные координаты и сказал, что готов вылететь лично. Ганбаатар координаты не отправил. К тому моменту он уже знал, что монгольские спецслужбы отслеживают его переписку. Правительство узнало о раскопках через месяц после начала работ. На место прибыли сотрудники Агентства по охране культурного наследия с предписанием остановить работы и передать все материалы государству. Ганбаатар успел вывести копии фотографий и образцы породы для радиоуглеродного анализа. Результаты анализа, проведенного в лаборатории Новосибирского университета, показали возраст органических включений в растворе между блоками 6800 лет, плюс-минус 150 лет. С учетом погрешности, нижняя граница датировки вплотную приближалась к 8000 лет. Официальная версия монгольского правительства звучала так. Обнаружена естественная геологическая формация с артефактами эпохи бронзы. Эта формулировка появилась в Государственном реестре памятников в феврале 2024, хотя бронзовый век в этом регионе начался не раньше 3000 лет назад. Несоответствие датировок на 4-5 тысяч лет в официальном документе никто не прокомментировал. Внутри камеры за каменной дверью находилось то, что и вынудило правительство действовать так стремительно. Камера внутри оказалась герметично запечатана. Между дверной плитой и проемом нанесли состав на основе березовой смолы и измельченной кости, который затвердел до состояния камня за 8 тысячелетий. Когда плиту сдвинули домкратами, внутрь впервые за все это время попал воздух. Датчик, который один из студентов поставил на вход из простого любопытства, зафиксировал резкий скачок углекислого газа. Концентрация внутри камеры была в 7 раз выше атмосферной нормы. Это означало, что внутри происходили какие-то химические процессы даже спустя тысячелетия. Первое, что увидели при свете налобных фонарей, стены, покрытые тем же типом символов, что и на двери, но значительно плотнее. Ганбаатар впоследствии подсчитал, на 4 стенах камеры площадью примерно 30 квадратных метров было нанесено около 2300 отдельных знаков. Глубина резьбы составляла от 3 до 8 мм. Работа явно выполнялась металлическим инструментом, хотя металлообработка в регионе в тот период считается невозможной по всем существующим хронологиям. В центре камеры стоял каменный постамент высотой около 70 сантиметров. На нем лежали 13 предметов, расставленных в строгом порядке по форме дуги. 9 из них — округлые сосуды из обожженной глины диаметром от 10 до 15 сантиметров, запечатанные той же смоляной смесью. Когда один из сосудов вскрыли прямо на месте, внутри обнаружили темно-коричневый порошок с резким запахом.
Позже анализ показал, это смесь пыльцы не менее 8 растений, 3 из которых сегодня произрастают исключительно в Восточном Средиземноморье, за 4000 километров от Монголии. 4 оставшихся предмета на постаменте оказались пластинами из неизвестного сплава. Размер каждой примерно 20 на 12 сантиметров, толщина около 4 миллиметров. Металл не поддался идентификации на месте, он не был похож ни на медь, ни на бронзу, ни на железо. Поверхность пластин покрыта гравировкой. Схематичные изображения, которые Ганбаатар описал в своих записях как карты или схемы расположения объектов. На одной из пластин просматривались контуры, которые несколько участников раскопок, независимо друг от друга, сравнили с очертаниями горных хребтов Алтая. Если это действительно карта, кто-то 8000 лет назад создал точное картографическое изображение региона. Потолок камеры хранил, пожалуй, самую необъяснимую деталь. На высоте около 2 метров в камне было высверлено 41 отверстие диаметром примерно 2 сантиметра каждое, расположенных в определенном порядке. Астрофизик из Улан-Батора, которому показали фотографию потолка, сказал без подготовки: это созвездие Ориона плюс еще 2 звезды, которые не входят в стандартное изображение созвездия, но соответствуют реальным звездам Бетельгейзе и Ригель в координатах ночного неба над этой точкой Монголии. Только не сегодня, а примерно 8000 лет назад, с учетом прецессии земной оси. Совпадение с точностью до угловых минут. Именно этот факт. Карта звездного неба 8000-летней давности, высверленная в потолке запечатанной камеры, стал причиной, по которой монгольские власти вызвали специальную комиссию уже через 48 часов после того, как информация о находке дошла до столицы. Комиссия опечатала камеру, изъяла все предметы с постамента и запретила участникам раскопок покидать территорию Аймака в течение 2 недель. Официально это объяснялось протоколом карантина культурных ценностей. Неофициально один из чиновников комиссии сказал Ганбаатару прямо: «Вы нашли то, чего не должны были найти». Пока Ганбаатар находился под фактическим домашним арестом в районном центре Аймака, Архангай, он успел передать одну деталь, которую не включил в официальные записи. Внутри камеры не было ни одного следа присутствия человека после момента запечатывания. Никаких костей, никаких следов пищи, никаких личных предметов. Камера не была гробницей. Ни одна известная погребальная культура не запечатывает пустое помещение с набором артефактов на постаменте и не тратит на это месяцы каменотесной работы. Это было что-то принципиально другое. Стандартная интерпретация подобных сооружений. Хранилище или святилище. Но хранилище строят с расчетом на повторный доступ. А эта камера была закрыта навсегда с самого начала. Смоляной состав между плитой и проемом наносился изнутри. Это следовало из характера затеков, зафиксированных на фотографиях. Тот, кто запечатывал камеру, находился внутри в момент нанесения состава, а затем каким-то образом покинул помещение до его затвердевания. Либо не покинул, но тогда останки должны были сохраниться, а их не было. Этот парадокс заметил не Ганбаатар, а польский специалист по герметизирующим технологиям древности Мартин Войцеховский, которому переслали фотографии в обход официального запрета. Войцеховский опубликовал короткий технический разбор в закрытом академическом чате, где написал буквально следующее. Состав наносился в 3 слоя с интервалом высыхания между слоями не менее 6 часов каждый. Суммарное время работы внутри запечатываемой камеры составляло не менее 20 часов. Физически выйти через проем после финального слоя было невозможно. Состав схватывается за 40 минут и выдерживает нагрузку в несколько тонн уже через 2 часа. Версия о втором выходе из камеры проверялась отдельно. Ганбаатар простукивал все 4 стены и пол еще до появления комиссии. Стены монолитные, пол — цельная скальная порода, без швов и полостей. Потолок не проверялся, не хватило времени до прихода чиновников. Этот факт впоследствии стал источником отдельной дискуссии. Именно в потолке находились 41 отверстие со звездной картой, и никто не успел проверить их глубину и направление. Изъятые металлические пластины оказались в центре отдельного скандала. Через 3 месяца после конфискации монгольское правительство официально заявило, что пластины переданы на анализ в государственную лабораторию и идентифицированы как изделия из метеоритного железа эпохи раннего железного века, то есть возрастом около 3000 лет. Это противоречило радиоуглеродной датировке камеры и органического состава внутри нее. Метеоритное железо действительно использовалось древними народами до начала металлургии, но обработка пластин такой точности и равномерности толщины требует инструментов, которых в ту эпоху не существовало. Арман Сейд-Кали, геолог, первым заметивший аномалию на спутниковых снимках, к тому моменту уже получил неофициальное предупреждение от казахстанских коллег не продолжать публичные комментарии по этой теме. Он все равно дал одно интервью небольшому научному изданию, где сказал конкретно: на плато Хангай спутниковое сканирование выявило не один прямоугольный контур.
а 7. Раскопки провели только над одним из них, тем, который случайно обнаружил наибольший перепад плотности грунта. Остальные 6 объектов той же формы и примерно того же размера по-прежнему находятся под землей нетронутыми. После этого интервью Саидкали удалил все публичные профили в научных сетях и перестал отвечать на запросы журналистов. Его последнее сообщение коллегам датировано ноябрем 2023. В нем одна фраза: «Они все ориентированы по одной оси». Фотографии символов с каменной двери и стен камеры разошлись по узкому кругу специалистов еще до того, как монгольское правительство успело полностью заблокировать утечку. За 3 месяца их изучили независимо друг от друга 8 лингвистов и эпиграфистов из 6 стран. Ни один не дал однозначного заключения. Но совокупность их частичных наблюдений складывалась в картину, которая не вписывалась ни в одну существующую модель распространения письменности. Клаус Хайнрих из Берлина первым зафиксировал совпадение 23 знаков с протоклинописью Урука. Он же уточнил, совпадение не означает заимствование. Теоретически оба письма могли независимо развиться из общего, более древнего источника. Но для этого общий источник должен был существовать не позднее 8000 лет назад, то есть на 3000 раньше, чем любая известная письменная система в принципе. Турецкий эпиграфист Мехмет Йылдыз обнаружил в том же наборе символов 15 знаков, аналогичных надписям из Чатал-Хьююка, древнейшего городского поселения в Анатолии возрастом около 9000 лет. Чатал-Хьююк и плато Хангай разделяют 4000 километров. Никакого задокументированного контакта между этими регионами в ту эпоху не существует. Индийский исследователь Раджеш Кумар Сингх, специализирующийся на протоинской письменности долины Инда, нашел совпадение с 9 знаками из Мохенджо-Даро, цивилизации, расцветшей 5000 лет назад. Он написал в своем заключении осторожно, но прямо: если эти символы действительно датируются 8000 лет, то письменность долины Инда не возникла самостоятельно, а унаследовала часть знаковой системы из значительно более древней традиции, центр которой мог находиться в Центральной Азии. Наиболее неожиданное заключение дала норвежский лингвист Сигрид Ларсен, специалист по доисторическим петроглифам Скандинавии. Она идентифицировала 7 символов из монгольской камеры в наскальных рисунках Альты на севере Норвегии, объекта, внесенного в список наследия ЮНЕСКО. Альтские петроглифы датируются периодом от 6 до 2000 лет назад. Сигрид Ларсен написала, что совпадение 7 конкретных знаков при общем числе символов в обеих системах более 500 не может быть случайным с точки зрения теории вероятности. Таким образом, один и тот же набор из 2300 символов содержал элементы, параллельно обнаруживаемые в Месопотамии, Анатолии, долине Инда и Скандинавии. 4 региона, 4 разные эпохи расцвета, ни одного известного маршрута передачи информации между ними и монгольским плато. Единственная гипотеза, которая технически объясняла все 4 совпадения одновременно: существование единой протописьменной системы, распространившейся по Евразии раньше, чем началась любая из известных цивилизаций. Эту гипотезу никто из 8 специалистов не решился опубликовать под своим именем. Вместо этого они составили совместный анонимный документ на 12 страницах, который был размещен на закрытом академическом сервере в декабре 2023. Документ получил внутренний код и никогда не выходил в открытый научный журнал. Тем не менее, его содержание стало известно достаточно широко. Именно через него в публичное пространство попал термин, которым авторы обозначили гипотетическую исходную систему знаков. Они назвали ее нулевым письмом, протосистемой, предшествующей всем известным письменностям Евразии. Если она существовала, то монгольская камера на плато Хангай — единственный физический объект, где она зафиксирована в полном объеме. Все остальные цивилизации унаследовали лишь фрагменты, и пока 6 других прямоугольных контуров под землей остаются нераскопанными, объем нулевого письма оценить невозможно. Металлические пластины стали отдельной проблемой, которую монгольские власти не смогли закрыть так же быстро, как доступ к камере. Образец сплава размером около 1 квадратного сантиметра успел покинуть страну в кармане одного из студентов еще до конфискации. Студент передал его в лабораторию материаловедения Новосибирского технического университета через знакомого аспиранта, не объясняя происхождение образца. Результат анализа пришел через 6 недель. Сплав содержал железо, никель, кобальт и следовые количества иридия в пропорциях, характерных для метеоритного железа. Это совпадало с официальной версией монгольского правительства. Но дальше начинались расхождения. Структура кристаллической решетки металла указывала на термическую обработку при температуре не ниже 1200 градусов по Цельсию с последующим контролируемым охлаждением.
Метеоритное железо в естественном виде такой структуры не имеет. Ее можно получить только в специально созданных условиях, фактически в металлургической печи. Новосибирский материаловед Сергей Потапов, проводивший анализ, поначалу решил, что образец современный и студент его разыгрывает. Он повторил анализ дважды. На третий раз добавил радиоизотопное исследование металла. Метод применим к железу ограниченно, но результат указывал на возраст обработки не менее 4000 лет. Это уже не совпадало ни с официальной версией властей, ни с современным происхождением. Потапов написал студенту одно сообщение. Откуда это? Ответа не получил. Параллельно японский металлург Хироши Танака, получивший фотографии гравировки на пластинах, сосредоточился не на составе, а на технологии нанесения рисунка. Линии гравировки имели постоянную глубину на всем протяжении, от 1 до 1,5 мм, без характерных для ручного инструмента колебаний давления. Танака написал, что такая равномерность достигается либо механическим инструментом с фиксированным давлением, либо химическим травлением с маскировочным слоем. Оба метода предполагают технологический уровень, несовместимый с датировкой артефакта. Но главным в пластинах оказалось не это. Когда изображение с 4 пластин совместили в правильном порядке, это удалось установить по совпадению линий на краях. Получилась единая схема. Порядок совмещения нашла Ганбаатар случайно, еще на месте раскопок, когда раскладывал пластины на земле для фотографирования. Он сделал снимок всех 4 вместе, и именно этот снимок стал ключевым. Схема представляла собой топографическую карту с нанесенными на нее 7 точками, соединенными линиями. Контуры рельефа соответствовали реальному профилю плато Хангай с точностью, которую невозможно объяснить случайностью. 7 точек располагались именно там, где Сейткали при спутниковом сканировании обнаружил 7 прямоугольных контуров под землей. Камера, которую раскопали, была обозначена на схеме особым символом, единственным, не встречающимся больше нигде в наборе из 2300 знаков на стенах. Линии между точками образовывали геометрическую фигуру. 3 независимых наблюдателя, которым показали схему без контекста, описали ее одинаково. Правильный шестиугольник с центральной точкой. 7-я камера находилась точно в геометрическом центре шестиугольника, образованного остальными 6. Это не могло быть случайным расположением. Для создания правильного шестиугольника со стороной около 8 километров на пересеченной местности необходима геодезическая точность, которую европейская наука освоила лишь в 17 веке. Центральная камера по схеме была самой большой. Ее прямоугольный контур на спутниковых снимках Сейткали составлял примерно 40 на 50 метров, почти в 10 раз больше раскопанной. И именно над ней на схеме стоял тот единственный символ, которого нет на стенах открытой камеры. Что он означает, никто до сих пор не знает, потому что центральная камера не раскопана. Монгольское правительство установило над ней охраняемый периметр в марте 2024-го, официально объяснив это защитой от незаконных раскопок. 8000 лет назад на территории современной Монголии не должно было быть никого, кто умел бы это построить. Официальная археология помещает в этот регион в 6-м тысячелетии до нашей эры разрозненные группы охотников-собирателей без постоянных поселений, без письменности и без металлообработки. Ближайшие культуры с признаками организованного строительства находились в то время в Анатолии и на Ближнем Востоке. Расстояние между ними и плато Хангай — 4000 километров степей, гор и пустынь. Российский археолог Виктор Ларин, специализирующийся на доисторических культурах Сибири и Центральной Азии, предложил первую конкретную версию. В своей рабочей записке, распространенной среди коллег в январе 2024-го, он указал на так называемую афанасьевскую культуру, протоиндоевропейскую группу, населявшую Алтай и Монголию примерно 5-6 тысяч лет назад. Проблема в том, что афанасьевцы появились на 2-3 тысячи лет позже постройки камеры. Ларин предположил, что афанасьевская культура могла быть наследницей значительно более древней и пока не идентифицированной традиции, следы которой в Центральной Азии просто не искали системно. Генетические данные добавили конкретики. В 2022-м, еще до открытия камеры, международная группа палеогенетиков опубликовала исследование ДНК древних популяций Евразии. В нем фигурировала аномалия. В геномах людей, живших на территории современной Монголии около 8000 лет назад, обнаружены генетические маркеры, характерные для популяции Анатолии и Загроса, горного региона на границе современных Ирана и Ирака. Авторы исследования объяснили это возможной миграционной волной, не уточняя механизм. Теперь эта аномалия приобретала другое измерение. Люди с ближневосточными генетическими корнями физически присутствовали в Монголии именно в тот период, когда строилась камера. Это не объясняло технологию, но объясняло знания. Если строители камеры пришли из региона, где в тот период уже существовали зачатки организованного общества. Анатолия эпохи Чатал-Хьююка. Они могли принести с собой и базовые инженерные навыки, и элементы знаковой системы.
Путь длиной 4000 километров занял бы несколько поколений при движении со скоростью типичной миграционной волны, около 20-30 километров в год. Но транспортировка гранитных блоков весом в несколько тонн через горные хребты и степи без тягловых животных, лошадь будет одомашнена в этом регионе лишь через 2000 лет, требовала не просто знаний, а значительных людских ресурсов. Демографические модели для Центральной Азии 8 тысячелетия до нашей эры дают плотность населения около 1 человека на 100 квадратных километров. Для перемещения только каменной двери весом 4 тонны с использованием деревянных катков и веревок необходимо одновременное усилие не менее 60 человек. Собрать такую группу в тех условиях – организационная задача, для которой требуется социальная структура, далеко выходящая за рамки охотничьей общины. Французский антрополог Жан-Пьер Моро сформулировал это жестко в своем комментарии для закрытого академического форума: либо демографические модели для Центральной Азии этого периода принципиально неверны, либо строители камеры были не местными. Третьего варианта, по его словам, нет. Если они не были местными, они пришли, построили комплекс из 7 камер с геодезической точностью, оставили внутри артефакты с пыльцой средиземноморских растений и картой звездного неба, а затем исчезли, не оставив никаких других следов в регионе. Именно это исчезновение, полное отсутствие стоянок, мусорных ям, захоронений, бытовых следов вокруг комплекса стало отдельной темой. В радиусе 5 километров от камеры не найдено ничего, что указывало бы на длительное проживание людей. Комплекс строился, судя по всему, как временный лагерь с единственной целью. И после завершения строительства все ушли. Куда пусть неизвестно. Генетические следы этой популяции в последующих слоях монгольской археологической летописи не прослеживаются. Пол камеры никто не исследовал до конца. Ганбаатар зафиксировал это в своих записях отдельно. Когда комиссия прибыла и начала опечатывать объект, раскопки дошли только до уровня каменного постамента. Грунт под постаментом и вдоль стен оставался нетронутым. Этот факт всплыл в марте 2024-го, когда один из студентов, участвовавших в раскопках, дал анонимное интервью монгольскому независимому изданию. Студент описал конкретную деталь, которую заметил в последние минуты перед приходом комиссии. В северо-западном углу камеры пол имел едва заметный шов, прямая линия в каменной поверхности длиной около 80 сантиметров. Он успел провести по ней пальцем и почувствовал, что шов сквозной, инструмент проходил насквозь на всю глубину щупа, около 20 сантиметров. Под полом была полость, этот шов не попал ни в один официальный документ. Фотографии пола камеры, изъятые комиссией, не включали северо-западный угол. Либо случайно, либо намеренно. Единственное свидетельство – слова студента и одна фотография, которую он успел сделать на личный телефон и спрятать, не включив в общий пакет материалов. На снимке плохого качества виден угол камеры с характерной темной линией в каменном полу. Геофизик Алтангерел Пурев из Улан-Баторского университета получил этот снимок и сопоставил его с данными георадарного сканирования, которое его группа проводила на плато в рамках несвязанного геологического проекта еще в 2019-м, за 2 года до открытия Сейткали. В архивных данных сканирования под координатами камеры обнаружилась аномалия, которую тогда списали на естественную трещину в породе. Теперь с новым контекстом аномалия выглядела иначе. Георадар зафиксировал под полом камеры на глубине от 1,5 до 3 метров горизонтальную полость размером приблизительно 4 на 6 метров. Форма правильная, края ровные. Внутри полости радар показал неоднородность. Несколько объектов разной плотности, предположительно от 3 до 5 отдельных предметов. Плотность объектов значительно выше плотности камня. Возможно, металл или плотная керамика. Пурев наложил данные георадара на схему с металлических пластин. Подпольная полость на карте не была обозначена отдельным символом, но находилась точно в том месте, где на схеме сходились 3 соединительные линии между камерами комплекса. Узловая точка всей системы располагалась не в центральной камере, а под полом той единственной, которую успели вскрыть. Это переворачивало логику всего комплекса. Если центральная камера, самая большая, была главным объектом, то зачем узловая точка схемы находится под периферийной камерой? Один из возможных ответов. Камера, которую раскопали первой, была не периферийной, а входной. Ни одной из 7 равнозначных объектов, а преддверием, местом, где оставили ключ ко всему остальному. Постамент с артефактами, звездная карта на потолке, нулевое письмо на стенах – все это могло быть не содержимым хранилища, а инструкцией, набором данных, необходимых для понимания того, что находится глубже. Пурев передал свои расчеты Ганбаатару в зашифрованном сообщении в апреле 2024-го. Ганбаатар к тому моменту находился в Улан-Баторе под неформальным наблюдением и не мог вернуться на плато. Он переслал расчеты 3 зарубежным коллегам с одним вопросом: что может храниться в металлических или керамических сосудах в герметичной подземной полости 8000 лет
свет без разрушения? Ответы пришли разные, но в одном все трое сошлись. Органические материалы в условиях постоянной низкой температуры и отсутствия кислорода могут сохраняться тысячелетиями практически без изменений. Если строители намеренно создали анаэробную среду, так же как они создали ее в самой камере с помощью смоляного герметика, то содержимое подпольной полости могло пережить 8000 лет в читаемом состоянии. Что именно там лежит, документы, биологические образцы, еще одна система артефактов, не знает никто. Доступ к полости закрыт вместе с камерой. В июне 2024 в сеть утекло 47 страниц внутреннего отчета Монгольской государственной комиссии. Документ был датирован февралем того же года и имел гриф для служебного пользования. Его подлинность подтвердили трое бывших сотрудников Министерства культуры Монголии, пожелавших остаться анонимными. Содержание отчета объяснило, почему правительство действовало с такой скоростью и жесткостью. Комиссия провела полное сканирование камеры оборудованием, которого не было у группы Ганбаатара. Результаты сканирования стен показали, что символы на поверхности только верхний слой. Под ними на глубине от 2 до 4 см в каменной кладке находился второй слой гравировки, нанесенный раньше видимого. Второй слой содержал иные знаки, более простые, геометрические, не совпадающие с нулевым письмом на поверхности. Комиссия насчитала во втором слое около 800 отдельных символов. Их никто не успел систематически изучить до засекречивания, но это было не самым шокирующим в отчете. Самым шокирующим была страница 23. На ней описывались результаты анализа воздуха, взятого из подпольной полости через тонкое буровое отверстие диаметром 8 мм. Комиссия просверлила пол камеры в северо-западном углу, именно там, где студент заметил шов, и извлекла пробу газовой среды. Анализ показал состав, который специалист-химик комиссии описал в отчете следующими словами. Нехарактерное соотношение азота и аргона с присутствием следовых количеств неидентифицированных органических летучих соединений. Проще говоря, воздух в полости не соответствовал ни атмосферному составу, ни составу типичной герметичной подземной полости. Там было что-то, что продолжало выделять органические молекулы. Живой или недавно бывший живым выделяет летучие органические соединения. 8000-летний камень — нет. Страница 24 содержала решение комиссии буровое отверстие немедленно заглушить, полость не вскрывать, все данные анализа засекретить. Официальное обоснование. Риск повреждения культурных ценностей при несанкционированном доступе. Неофициальное обоснование в отчете отсутствовало, но следующий абзац содержал распоряжение запросить консультацию у специалистов по биологической безопасности. Не у археологов, не у геологов, у специалистов по биологической безопасности. Когда эта страница стала публичной, реакция международного научного сообщества оказалась мгновенной. Микробиолог Карен Мёрфи из Эдинбургского университета написала в своем публичном комментарии: экстремофильные микроорганизмы способны выживать в герметичных анаэробных условиях десятки тысяч лет. Их обнаруживали в антарктическом льду возрастом 800 тысяч лет и в подземных соляных отложениях возрастом 250 миллионов лет. Если в полости под камерой присутствуют живые организмы, это само по себе не является чем-то невозможным с точки зрения биологии. Невозможным является другое. Если полость была намеренно создана и герметично запечатана 8000 лет назад, значит, кто-то сознательно поместил туда биологический материал с расчетом на его долгосрочное сохранение. Это предполагает понимание принципов анаэробной консервации на уровне, недостижимом для любой известной культуры той эпохи. Европейская наука описала механизм анаэробного сохранения органики только в XIX веке. Немецкий палеобиолог Томас Краузе сформулировал это без обиняков в закрытой переписке, фрагмент которой также попал в открытый доступ. Если содержимое полости окажется намеренно законсервированным биологическим материалом, это будет означать существование 8000 лет назад цивилизации с уровнем научных знаний, сопоставимым как минимум с XIX веком нашей эры. Альтернатива, что кто-то поместил этот материал туда значительно позже, уже после постройки камеры. Но тогда нужно объяснить, как именно это было сделано через 4-тонную гранитную дверь, запечатанную изнутри. Монгольское правительство не ответило ни на один запрос после утечки отчета. Охраняемый периметр вокруг комплекса был расширен с 500 метров до 2 километров. Спутниковые снимки плато Хангай в коммерческих геоинформационных сервисах оказались заменены на изображения 2-летней давности, до начала раскопок. Кто именно обратился к операторам спутников с запросом об изменении данных, неизвестно. Ганбаатар опубликовал свои личные записи в сентябре 2024 не в научном журнале, а на личной странице в открытом доступе, без рецензирования и без согласования с университетом. Его уволили через 4 дня. Записи к тому моменту скачали больше 200 тысяч раз. В последнем разделе записей он сформулировал то, к чему пришел за 3 года после открытия. Камера на плато Хангай не является уникальной аномалией. Является единственной вскрытой точкой в системе, которая, судя по всему, была спроектирована как единое целое.
7 камер, геометрически точный шестиугольник со стороной 8 километров, единая система символов, карта звездного неба, законсервированный биологический материал. Все это признаки не стихийного культового сооружения, а намеренно созданного архива. Кто-то 8 тысяч лет назад строил не храм и не гробницу. Строил хранилище информации с расчетом на то, что его откроют значительно позже. Эта интерпретация объясняет все технические парадоксы одновременно. Герметичная запечатка изнутри, потому что камера не предназначалась для повторного посещения строителями. Звездная карта на потолке, навигационный или временной маркер для тех, кто придет позже. Символы нулевого письма на стенах, инструкция или ключ к остальным 6 камерам. Пыльца средиземноморских растений в сосудах, образцы биологического материала из другого региона, намеренно перемещенные и сохраненные. Металлические пластины со схемой, прямое указание на расположение и структуру всего комплекса. Версия об архиве переворачивает не отдельный факт, она переворачивает всю хронологию человеческой цивилизации. Создание такого архива требует письменности, геодезии, металлургии, понимания анаэробной консервации и долгосрочного институционального планирования. По всем существующим моделям совокупность этих знаний появилась у человечества не раньше 5000 лет назад в Месопотамии и Египте. Монгольский комплекс старше этой точки на 3000 лет, если датировка верна, а 3 независимых анализа указывают именно на это. То цивилизация с перечисленными знаниями существовала в Центральной Азии в 6 тысячелетии до нашей эры и исчезла, не оставив других следов. Либо следы есть, но их не искали, потому что искать было незачем. Ни одна существующая модель не предполагала их наличие в этом регионе в эту эпоху. Сайткали вышел на связь один раз после своего исчезновения из публичного пространства. В феврале 2025 он прислал короткое сообщение нескольким коллегам. В нем говорилось, что повторный анализ спутниковых данных по всей территории Центральной Азии, Монголия, Казахстан, Южная Сибирь, выявил еще 12 аномалий того же типа. Правильные прямоугольные контуры под грунтом в диапазоне глубин от 1 до 3 метров. Ни одна из них не находится в зоне активных археологических раскопок. 3 расположены на территории России, 4 в Казахстане, 5 в Монголии за пределами уже известного комплекса. Если эти аномалии окажутся тем же, чем оказался комплекс на плато Хангай, архив не один. Их как минимум 3, разнесенные по территории площадью несколько миллионов квадратных километров, созданные, по всей видимости, одними и теми же людьми в одну и ту же эпоху. Кто знает, может, за этими аномалиями скрываются не только древние тайны, но и ответы на вопросы, которые мы даже не задавали. Если вам интересно, что еще нашли археологи в Монголии, загляните на наш сайт whiteori.com, ссылка в описании. Каменная дверь в Монголии дала ответ на вопрос, который никто не догадывался задать. Не существовала ли неизвестная цивилизация в Центральной Азии 8000 лет назад? Этот вопрос теперь имеет конкретный физический ответ весом в 4 тонны. Настоящий вопрос звучит иначе. Что именно они хотели сохранить и для кого? 6 камер комплекса на Хангае остаются запечатанными. Центральная камера площадью 40 на 50 метров стоит под охраной. Подпольная полость с неидентифицированным биологическим материалом не вскрыта. 12 новых аномалий не исследованы. Второй слой гравировки под символами нулевого письма не расшифрован. Все это существует прямо сейчас, под монгольской степью, в нескольких метрах от поверхности. И единственное, что отделяет эти ответы от человечества, это 4 тонны гранита и политическое решение их не трогать.